Друзья, приветствую вас! Дневной обзор. Сегодня такой несколько пространный день, потому что с одной стороны вроде бы все площадки работают, но как известно праздник и в России, и в Китае. И сегодня, можно сказать так, рабочий выходной день или не рабочий выходной день, как угодно. Тем не менее, российские площадки работают. Там, по-моему, есть ограничения только по операциям, которые today проводятся. Давайте рассмотрим текущие новости, какие события, что происходит и что ожидается. Ну и куда пойдут нефть, золото, серебро, доллар и какие есть интересные идеи на рынке. Так, друзья, ну, во-первых, давайте начнем все-таки с ковида, потому что никак он не уходит, не отпускает. В Америке вроде бы с ковидом все более или менее нормально, но там основная часть населения, она привилась. В мире, как вы видите, наблюдается спад новых случаев. В Индии ситуация стабилизировалась, в Бразилии пока не до конца стабилизировалась, находится на хаях. И в России и Великобритании пошел рост новых случаев. В Соединенных Штатах идет устойчивое снижение. Соответственно, действуя на опережение, в России частичные меры приняты, там в Москве ограничения до 19-20 июня в части посещения мест, там, где собирается много народу, рестораны, кафе и так далее. Вот. Но здесь на что стоит обратить внимание? На то, что как только в России немножко начала распускаться активность, какое-то движение пошло, сразу возникают новые проблемы. И причем сразу бросается в глаза то, что эта проблема с ковидом, она схожа с Великобританией. Я не знаю, то ли родственные души, то ли одна и та же ситуация с дисциплиной у людей. Но, как видите, в Соединенных Штатах вопрос с ковидом, скорее всего, решенный. То есть идет устойчивое снижение, уже 4,5 тысячи случаев новых в день. Это при населении 330-350 миллионов. То есть ситуация, она кардинально отличается от того, что происходит в России. Давайте глянем календарик, что тут намечается. Сегодня никаких особо важных событий нету. В России не рабочий день, в Китае тоже праздник драконьих лодок. Но вот только единственное, на что стоит обратить внимание, это объем промпроизводства по еврозоне. Здесь вышли достаточно позитивные данные. Продолжается саммит G7. Здесь есть масса неувязок, несуразностей. Отмечают, что он несколько скандальный. Нет взаимопонимания между консолидированным Западом. Вот даже фотка такая интересная, где вроде как Борис Джонсон пытается чувство локтя создать у немецкого лидера, но она как-то не горит желанием. Также сообщается, что идут склоки между Макроном и Борисом Джонсоном в части вопросов по Брекситу. Ну и под шумок канадский премьер Трудо или Трумо хочет стать негласным лидером G7 на фоне отхода от дел Ангелы Меркель. Также из Китая новости достаточно такие тревожные поступают. Там есть проблема на атомной электростанции. Сообщено о том, что есть вроде как утечка и подняли требования по радиоактивному фону. Эта атомная электростанция находится на побережье океана, и она находится недалеко от Гонконга. Но достаточно необычно всегда, когда в результате каких-то переговоров и намечающихся обострений в отношениях с Соединенными Штатами начинает поступать подобная информация. Но вроде как пишут, что ничего страшного, там единственное только не совсем понятно, почему, скажем так, эта информация она не придана широкой огласке. Потому что то, что касается ядерных объектов, это всегда должно быть прозрачно и общеизвестно. Тем более с учетом густонаселенности Китая, особенно южных территорий, но здесь, мне кажется, надо все-таки было бы известить население о текущей ситуации и возможных последствиях. Ну или, по крайней мере, сказать, что здесь ничего страшного нет, вопрос решаем. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Baltic Dry индекс стоимости морского фрахта. Здесь ситуация все-таки она становится очень настораживающей, потому как падать он перестал и начал он постепенно опять возвращаться к верхней траектории. Но здесь
вот эта ситуация, она крайне негативна, потому что она способствует и усиливает инфляцию издержек, которая в последнее время достигла просто небывалых высот. Ну и вот это движение наиболее вероятно, я полагаю, осенью оно о себе уже даст знать, потому что американский Центробанк, скорее всего, предпримет как раз жесткие меры именно где-то в сентябре-октябре, по моим подсчетам, по моим прикидкам. Так, далее, американские десятилетние трежерис, они на прошлой неделе начали проседать, и в ближайшее время весьма вероятно цель движения составит вот сюда вот на 1,3. Я думаю, вот на этой неделе, может быть в начале следующей, мы весьма вероятно увидим продолжение снижения доходности. Ну, что здесь может быть? Может быть, что пойдет противоход и будет пробитие 1,54. Если такое происходит, то вот это все снижение, которое здесь наметилось, оно скорее всего будет устранено либо отложено на неопределенный срок. Пока, да, здесь сформировался паттерн, который ведет, ну, первая цель 1,3. Так, далее Китай. Китай сегодня немножко проседает. Немножко проседает, то ли новости о ситуации на атомной электростанции, то ли различные терки с Соединенными Штатами, но пока на текущий момент он снижается, но вот в этот консолидационный диапазон он не вернулся. Соответственно, здесь для нас принципиально важно, чтобы не было устойчивого пробития уровня 5200-5150. Если вот этот уровень будет удержан, то все это превратится в дальнейший рост уже в ближайший месяц. Так, а вот у Японии обратная ситуация, она пытается сегодня расти, хорошая статистика по ней вышла, у Японии все хорошо. Так, друзья, далее S&P 500, но здесь вверх и только вверх, без вариантов. Все как бы дуется, пузырится, и конца края этому процессу не видно. Но на самом деле, что здесь хочу сказать, есть уровень, о котором я неоднократно ранее говорил, это 4080. Вот если этот уровень в результате отката не пробивается устойчиво, то все движения вниз их будут откупать и тащить его зашкварник наверх, пока печатный станок крутится. Так, друзья, давайте далее биткоин, часовой таймфрейм. Но здесь Маск опять начал манипулировать, заявлять, что если все-таки биткоины получены в результате чистой энергии, то тогда я их буду брать в качестве оплаты. Но здесь, я думаю, фундаментальный фактор, который будет толкать биткоин наверх, так или иначе, это то, что это новая технология, которая востребована на текущий момент. Я думаю, движение биткоина наверх, оно неизбежно в обозримом будущем. Конечно, могут быть откаты и даже просадки, то, что мы наблюдали в 2018 году в начале. Но на текущий момент, что бы там ни говорили, как бы ни хайли, там, не называли его там бессмысленным набором кодов, полученных в результате расходования электроэнергии, или там какой-нибудь эрзац валюты, или там цифровым калом кто-то называл. Это технология будущего, на нее будет сфокусировано внимание. Ну, возможно, на эфире в большей степени, и так или иначе его будут выталкивать наверх. Просадки будут. То, что там Китай вводит ограничения на майнинг, это наиболее вероятно приведет к тому, что в результате подстегнется спрос, поскольку предложение будет снижаться. На текущий момент никакие серьезные суровые действия, которые предпринимались, и ограничения, они криптовалюту только временно просаживали, потом она как пружина распрямлялась. Вот. Ну и просто хочется обратить на это внимание всех тех людей, которые говорят, что вот он все сейчас уйдет в ноль. Конечно, это не означает, поскольку это рынок, что он не может значительно просесть. Но на текущий момент никаких фундаментальных оснований для того, чтобы криптовалюты, по крайней мере биткоин и эфириум, схлопнулись и стали равны нулю, их просто нету. Они просто отсутствуют. Может быть, они появятся, но на текущий момент я их не наблюдаю. Поэтому сейчас, вот в связи с тем, что Маск опять начал манипуляциями заниматься, у нас по биткоину новая поддержка, это 38 тысяч. Соответственно, если сейчас не будет отката на 38 тысяч, то у нас следующая цель, которая будет
освоено в ближайшие несколько дней, это 42 500. Так, друзья, далее эфириум. Ну, давайте их оба сегодня посмотрим. Тоже часовик, как у биткоина. Здесь есть сейчас четкий уровень, это 2400. И поэтому, если вот это нисходящее движение 2400 не возьмет сегодня-завтра, то оно развернется и отсюда пойдет движение наверх. Цель у него будет для начала 2800-2850. Ну а пробой 2400 уведет в район 2165. У нас есть сильный уровень бронебойный, который пока толком не взяли, только были ложные пробои. Так, друзья, далее золото. По золоту очень интересная ситуация. На 1881 оно не удержалось, но оно пришло к своей следующей точке инверсии, это 1861. Ну и, соответственно, сейчас идет попытка консолидироваться вокруг этого сильного уровня. Если на сегодня у нас не будет повторного задерга с пробоем 1854-1850, то здесь у нас разворотная формация. И цель этой разворотной формации сегодня-завтра забраться на 1881. Вот сюда, вот к этому значению. Так, друзья, далее нефть. Наша главная скрепа, помимо доллара и рубля. Ну, смотрите, здесь устойчивое движение на 75,5. Первый уровень промежуточный 73,5 мы сделали. Теперь вопрос заключается в том, будет или не будет коррекционный откат с пробитием 72,1, 72 или не будет. Если этого отката не будет, то значит, ну, самое ближайшее время, дни, будет 75,5 и далее движение. Вот. Ну, тут как бы точка, вокруг которой будет, скажем так, вестись дальнейшая деятельность в случае роста, это 75,6, 75,5. Вот. Сейчас на текущий момент здесь идет у нас попытка разворота. Но вот уровень 72, 72,1, если он не пробивается, то здесь все будет откупаться и гнаться наверх. Но по нефти вообще никаких вариантов с откатами вниз сейчас не прослеживается технически. И фундаментал, то что лето, автомобильный сезон, то есть есть все основания для того, чтобы ее гнали выше и выше. Даже вот фактор Ирана, ядерная сделка, они особо как бы ситуацию не изменили. Ну, был там коротенький откат и движение, но здесь ключевой момент это не спекулянты и не то, что там кто-то что-то делает, а то, что спрос восстанавливается, и он восстанавливается достаточно хорошо. Уже потом, через годы, даст о себе знать переход на зеленую энергетику, но пока пружина вот эта распрямилась. Здесь результат, ключевой результат, это то, что не получила развитие эпидемии в Соединенных Штатах и Китае. Ну, вот сейчас мы графики с вами до этого вначале смотрели. Там Китай, по-моему, не был, но в Китае и так все нормально. Там тоталитарная система, сразу зачистки, очистки и так далее. А в Соединенных Штатах они уже все, они уже из зоны риска вышли. То есть, видимо, вакцина работает. Ну, либо там, я не знаю, что происходит. Ну, короче, в результате вакцинации там снизилось появление новых случаев, причем оно просто очень мощно снизилось, и фактически уже на текущий момент можно говорить о том, что оно приближается к нулю. То есть эпидемия побеждена. Так, друзья, ну по нефти здесь наиболее вероятный сценарий на сегодня это консолидация в диапазоне 72,8, 73,7. И в случае пробоя 73,7 у нас цель движения будет уже, наверное, на 75,6. Так, друзья, далее серебро давайте рассмотрим. Давно его не смотрели. Но, собственно говоря, серебро, оно не столь ликвидно, как золото, нефть, валюта, Сбербанк, Газпром. Поэтому я немножко иногда с него фокус свожу. Ну, смотрите, текущая ситуация, она по серебру очень интересная. Интересна она в том, что это, с одной стороны, металл будущего, потому что он нужен для зеленой энергетики, для солнечных батарей. По крайней мере, на текущий момент та технология, которая используется, она требует серебра. Но сейчас вроде как пошел откат, судя по дневному таймфрейму. И у нас здесь есть поддержка очень сильная, она находится в районе 27-25. Если этот уровень не пробивается, то все вот эти откаты коррекционные по серебру, их будут выкупать и будут серебро выталкивать на 28 и потом 30. Поэтому пока
вот этот диапазон не освоен, 27, 25, 27, соответственно, его будут только покупать и только толкать вверх. Если переходить на 4-часовой таймфрейм, то весьма вероятно, что вот либо сейчас, либо от значения 27,6 будет разворотная формация и коррекционный отскок, цель движения 28,3. Далее посмотрим, как оно закрепится, не закрепится на этих значениях. Если закрепится, это было бы очень хорошо. Критерий того, что данная формация не получит развития, это, соответственно, движение вниз и пробой диапазона 27, 25, 27, вот этого диапазончика. То есть, если здесь возникает пробой, то уже весьма вероятно повезут серебро, наверное, на 25,5, 25,4. Так, друзья, далее евро-доллар. Здесь ситуация накалилась, но с другой стороны критические значения не пробиты. Уровень 1,2088 устоял. И сейчас на текущий момент идет по евро-доллару попытка здесь консолидироваться, собраться с духом. И в том случае, если отсюда развивается движение и пробой значения 1,2130, 1,2133, нас ждет движение, цель которого будет 21,90. Если сейчас все-таки мы не пойдем пытаться пробить и уйти наверх, то, соответственно, 1,2088, скорее всего, евро будут поддерживать. Вот если здесь все-таки произойдет пробой, то тогда, скорее всего, разовьется импульс, у которого цель движения будет 1,2015. Но я думаю, пока вероятность такого сценария, она невелика. Его здесь удержали, и наиболее вероятно отсюда его повторно погонят наверх. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, недельный таймфрейм, наш главный инструмент, самый великий и самый ужасный. Так, ну, была ставка по опционам на то, что доллар будет стоить 100 рублей 17 июня, но это по факту встречи Байдена с Путиным. Я обращал внимание, что вот эта ставка, которая там сделана, причем достаточно большой объем, это вполне может быть обманка, а может быть заблуждение. Но, скорее всего, наверное, это была обманка, потому что я обращал внимание, что здесь ситуация, она неоднозначна, то есть нет линейной зависимости, что если кто-то опционы купил на рост доллара, то непременно пойдет рост. Ну, как минимум, при заключении опционной любой сделки, типа пари, фьючерс, опцион, есть две стороны. Мы не знаем, кто была вторая сторона, которая заключала эту сделку. Имеет ли она отношение к тому, кто сделал ставку на рост доллара или не имеет, я здесь ничего сказать не могу. Вот. То, что касается текущей ситуации, ну, есть общая практика, что все-таки если какие-то встречи, какие-то мероприятия происходят, люди ведут переговоры, то чаще всего пушки молчат. Даже если анализировать те события, которые были там во время, накануне Первой мировой войны и Второй мировой войны, по крайней мере, когда проходили какие-то переговоры и в течение какого-то временного лага после них, ну, никаких обострений не было, даже наоборот была стабилизация, либо откат напряженности, деэскалация. Вот. Поэтому с этой точки зрения, с учетом того, что встреча все-таки состоится, правда, конечно, формат ее не очень удачный для российского лидера, для российского президента, но с другой стороны, как бы те условия, те рамки, которые выдвинули американцы, они, скажем так, они вполне ожидаемы. То есть они вот именно так, скорее всего, бы и поступили. Потому что они же на, скажем так, на всех этих телодвижениях, политике, кто как встанет, кто с кем как выйдет на пресс-конференцию, они же собак съели уже не одно десятилетие. И, соответственно, здесь то, как они выставили условия относительно там итоговой пресс-конференции, это вполне типично для американцев. Но даже сами представьте, если говорить о том, что будет в конце пресс-конференции, во-первых, если Байден выходит с российским президентом де-факто, он говорит, что этот человек, ну как бы мы с ним одного поля ягоды, и второй момент, ему могут задать неудобный вопрос относительно тех характеристик, которые он давал российскому лидеру, ему придется, глядя в глаза, отвечать на эти вопросы.
И даже если он как бы проявил бы принципиальность и сказал бы, да, я вот так свою точку зрения озвучил, то возникает следующий вопрос: а почему вы вместе вышли? Вы тоже такой же, господин Байден. Вот. Короче, они решили это дело разрулить благоприятно для себя. С другой стороны, как бы эти переговоры, я думаю, они все-таки, наверное, с большей степенью вероятности пойдут на пользу российскому фондовому рынку, российскому рублю и российской экономике. Газпрому, я думаю, очень полегчает, потому что наиболее вероятно, что Северный поток либо вообще оставят в покое, либо на какое-то время значительно его трогать не будут. Потому что, судя по всему, он послужит определенной картой в этой игре. Так, друзья, но и тем не менее, если переходить к графику рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм, мы здесь с вами видим, что происходит, как ни крути, но некоторый рост доллара против рубля. Но это достаточно странно на фоне того, что растет цена на нефть. И здесь как бы закономерность, она должна была бы вести в район 70,5. Но надо четко понимать, что у нас эта неделя, она архинасыщена. Тут и заседание ФРС, решение по процентной ставке, тут и встреча Байдена с Путиным. А как мы знаем, всегда, когда есть неопределенность, всегда есть риски. А когда есть риски, то, что в наибольшей степени подвержены рискам, стараются как-то его захеджировать, либо выйти из него. И поэтому здесь как раз на фоне ожидания встречи и решения ФРС, ослабления рубля и движения доллара, первая цель 72,8 выглядит вполне органически. Ну и потом, не стоит забывать, что все-таки этот рынок. Движение доллар-рубль пары на 100 по факту встречи с Байденом или накануне встречи с Байденом, оно, конечно, возможно. Но я думаю, вероятность такого события, она очень невелика. Но с другой стороны, как бы падение метеорита на Землю тоже событие, вероятность которого очень невелика. Но если он все-таки упадет, то уже будет все равно, была ли велика вероятность этого события, или была бы невелика вероятность этого события. Поэтому, с моей точки зрения, в любом случае подушка из валюты, из долларов и евро, она быть обязана. Потому что, как ни крути, несмотря ни на рисконы, несмотря на растущую нефть, надо четко помнить, что все события, которые были в новейшей истории на протяжении последних 7 лет, они были вызваны тем, что российская экономика, она в текущей формации неэффективна, и она не производит прибавочную стоимость. Все остальное, что мы наблюдаем, пляски вокруг данного события, не более и не менее. Так, друзья, давайте перейдем к часовику. Но здесь на часовике мы видим, что четко обозначился уровень по рубль-доллару USD Tomorrow 71,5. Вот этот уровень так и не был пробит в пятницу, мы от него отбились. И, соответственно, отсюда пошла волна роста доллара против рубля. Вот у нас есть ближайшая цель 72,8. Сейчас получается в заперти. Нижняя граница это 72,12 и верхняя 72,8. Пробой вот этой границы на объеме и закреплении может привести к движению пары доллар-рубль. Ну, сотка это, конечно, было бы слишком мощно. Вот. Но если там, я не знаю, просто кто-то что-то не то скажет, тогда тут такой сценарий можно рассматривать. Если здесь будет пробой, то я думаю не более чем 74,5-75 на этой неделе. Вот. Ну, если створки будут открываться у шахт, тогда может быть любой курс, но это уже не будет играть никакой роли. Так, ну и что касается текущей ситуации доллар-рубль. Вот у нас вот этот уровень, если он сегодня будет пробит, то высока вероятность того, что рубль-доллар уходит из вот этого диапазона консолидационного 72,1, 72,8. И, соответственно, он будет вот здесь вот где-то болтаться 71,85, 72,1. Посмотрим, будет или не будет сегодня пробитие вот этого волшебного уровня. Пока я склоняюсь к мысли, что он его не пробьет. И, соответственно, здесь все фрикции, они будут происходить выше этого значения. Я думаю, это наиболее вероятный сценарий. И, соответственно, здесь речь идет о том, что
будет ли колебание в этом диапазоне или пойдет пробитие 72,8. Опять же, обращаю внимание, если вот это движение получает развитие, то сценарий с нахождением в этом диапазоне, он отменяется. Критерий того, что тенденция на укрепление рубля получит развитие, это либо значительный рост цены на нефть на 75,5, либо какие-то политические заявления о снятии эскалации между Россией и Соединенными Штатами. И, соответственно, здесь пробой вот этого диапазона 72, 72,1 на больших объемах. Если такое происходит, здесь пробой, то весьма вероятно развивается движение на 71,5 и потом на 70,5. Такой сценарий возможен. Вот смотрите, по поводу вот этой встречи между Путиным и Байденом, которая 16-го состоится, я надеюсь. Здесь есть два ключевых момента. Даже непонятно, какой ключевой момент он важнее. Первый момент — это то, что, как заявили, отношения достигли наинижайшей точки со времен холодной войны. Это да. Но есть еще более существенный момент. Скажем так, он взаимосвязан с первым моментом. Но у нас ему не очень уделяется внимания. Но на самом деле американцев-то как раз в большей степени их беспокоит именно второй момент. Это чтобы Россия не отошла к Китаю. Потому что если Россия отойдет к Китаю, то у американцев появится еще один очень-очень большой головняк. И они, соответственно, сейчас будут максимально выстраивать отношения таким образом и пряником, и кнутом, для того, чтобы Россия оставалась именно в орбите Запада. Потому что если это будет не так, то это будет очень печально и для Запада, и для граждан. Так, друзья, ну далее, конечно же, РТС. Давайте посмотрим, что у нас ждет по РТСу. Ну, сейчас по РТСу ситуация стабилизируется, и, соответственно, если не развивается пробой сегодня диапазона 167 тысяч, 166 400, то мы либо вот в этом боковике на сегодня ходим, либо идем тестировать вот этот верхний уровень 169 150. В случае его пробоя следующая цель движения находится в районе 172 тысяч по индексу РТС по фьючерсу. У нас на этой неделе еще экспирация, надо об этом помнить. И если не хотите иметь с ней дело, то лучше либо закрыть позицию, либо перейти в сентябрьский контракт. Так, друзья, далее Сбербанк. Сбербанк сегодня проседает, но расти все время невозможно. Здесь у нас по Сбербанку критичный уровень 307,5. На текущий момент 307,5, если его пробитие возникает, цель движения весьма вероятно будет вот сюда, в этот диапазон. Пока его пробоя нету, вот эти все попытки слить, они будут выкупаться и будут его тянуть на закрытие гэпа, так или иначе. Но если пробитие 307,5 здесь происходит, то, соответственно, есть еще промежуточная цель 305, но, скорее всего, ее с учетом того, как здесь развивался процесс, пробьют очень быстро и уйдут в этот диапазон. А если переходить на часовой таймфрейм, здесь все прекрасно. У нас, можно сказать, произошел разворот. И на сегодня или на завтра цель движения по Сбербанку находится вот здесь вот. Она запряталась в районе 314,5, 314,7. Соответственно, эта идея не сработает, если будет коррекционный откат и пробитие 309,7, 309,8. Но пока на текущий момент Сбер указывает на то, что это движение весьма вероятно разовьется. Так, друзья, далее Газпром. Ну, смотрите, по Газпрому здесь все прекрасно. Идем на 294, потом и выше. Судя по движению в Газпроме, наверное, действительно ничего такого страшного на этих переговорах 16 июня не произойдет. Потому что Газпром начали тянуть наверх. Тут есть несколько факторов. Это и то, что газ, растет спрос на газ, и то, что весьма вероятно, благоприятно будет решен вопрос с Северным потоком-2. Конечно, с моей точки зрения он особо Газпрому не нужен, ну да ладно. Вот, но решат и решат. И он больше нужен Германии. Вот кому Северный поток-2 нужен, он нужен Германии. Он нужен не Газпрому, не России, он нужен Германии для того, чтобы стать
хабом и зажать клещами Европу на севере Германия, на юге Турции. Вся Европа будет пищать и получать энергетические подачки то с севера, то с юга. Но это как бы шутка. Так, друзья, ну Газпром здесь вообще все прекрасно. Новый уровень у нас 274, 273. Если его не пробиваем, то в самое ближайшее время у нас цель движения 294, потом 356. Так, друзья, далее Норильский никель. Там были очень крупные сделки по нему, но с моей точки зрения вот эти переходы акций, которые были крупные, они, скорее всего, никакой роли не играют, потому что это были определенные действия для защиты активов. Вот, поэтому, ну что я могу сказать, ударились донышко 26 тысяч. 26 тысяч, если не пробиваем, то отсюда мы неизбежно идем наверх. Если 26 тысяч пробиваем, то, соответственно, повторное такое пробитие весьма вероятно ведет на тестирование 25200. Вот. Но пока здесь особого пессимизма я не наблюдаю. Скорее здесь, чем дольше он находится, тем внезапнее сильнее будет движение с целью переписывания вот этого максимума. Но если вот пробой возникает, могут утащить на 25200, а там уже посмотрим, что и как будет происходить. Друзья, все это ключевые активы, мое видение текущих процессов. Спасибо за внимание, успешных торгов. До свидания.